Hey you folks, доброе утро, Оскар Гардиан с вами на связи, и у нас свежайший выпуск Смэкдауна. Настолько свежий, что все еще вы спите, да. Будем благодарны, если вы поставите лайкосик под видео, и будем начинать. Погнали! Нам показывают, как на арену приехал Джерри Ролл и встретился с Рэнди Ортоном, и как же, черт возьми, он привел себя в форму после прошлого своего появления. Теперь я думаю, что он может что-то показать на ринге. Шоу открывается с выхода LA Найта, который сразу же начинает говорить про Пола Хеймана, про человека, который, как он думает, держит в руках главную силу этой компании. В какой-то степени он, конечно, прав. Роллинс хорош, но тем не менее, каждого из них за последние несколько недель он подставлял. Бронсон и Брейкеры пытались мешать LA Найту, потому что Сет сам боялся это сделать. Но теперь на Pay-Per-View будет все по-другому. У них наконец-то матч, и Найт изобьет Роллинса настолько сильно, что пересмотрит свое отношение к этому миру. Это не предсказание и не спойлер. Это то, что LA Найт, черт возьми, сделает. Тут его прерывает выход Пола Хеймана. Он начинает рассказывать о том, что видит будущее этой компании. И это его группировка. А вот когда он смотрит на будущее Найта, то там вообще ничего нету. Тут вдруг играет музыка Соло Сикоо, и он выходит со своей свитой. Он говорит о том, что многое меняется, но все равно что-то остается. Да, Хейман ушел на Ро, и тут все поменялось. Никакого Бладлайна, Трайбл Чифа или Вайсмена. И если он хочет продолжить свою жизнь после этого шоу, то лучше бы ему просто покинуть арену прямо сейчас. Именно этим он, кстати, решил заняться. Тут же Соло переключился на Найта и начал хвастаться своим титулом. Да, он победил человека, который победил его на Мании. Найта имеется в виду. И, собственно, Лос-Анджелесу они делают такое же предложение, как и Полу Хейману. Он отказывается и предлагает им выйти на ринг и заставить его уйти отсюда. Ситуацию 4 на 1 надо исправлять, и тут же приходит Джимми Усо со стульями. Хулио Кукулио пытался вступить в бой, но на сегодня Соло Сикоо смог его остановить. Тут же выходит Ник Алдис и говорит, что сколько бы человек не было в группировке Соло, он все еще генеральный менеджер. Раз уж они так хотят драться, то давайте назначим командный матч на сегодня. Соло Сикоо и Джесси Матео против Джимми Уса и LA Найта. За кулисами у нас продолжаются нежности между Алексой Блисс и Шарлотт Флэр, которые продолжают друг друга поддерживать, но продолжают также напоминать о том, что они не друзья. Блисс просит Шарли поддержать ее во время сегодняшнего матча. Мы переходим к первому матчу на шоу, и это женский четырехсторонний поединок. На Evolution пройдет командный матч, а тут от каждой команды по участнице. Во-первых, тут Роксан Перес, которую я рад видеть с титулом, Кайри Сейн, Алекса Блисс и Сол Рука. Кстати, поединок был под спонсорством Супермена, и как же хорошо, что я вчера успел сходить в кино на этот фильм. При всей моей нелюбви к DC и этому супергерою, по какой-то причине, Джеймс Ганн смог сделать так, чтобы мне понравился фильм. Но потом я проходил мимо Пандоры, и там сделали новую коллекционку в коллабе с Marvel, и любовь к Человеку-пауку вернулась. Так вот, что касается матча, то получилось, кстати, неплохо. Каждая из девушек смогли себя показать. Кто-то хуже, кто-то лучше. Ну и опыт у всех капец какой разный на ринге. Так или иначе, результат этого поединка вообще никак ни на что не влияет. Поэтому нам просто показали неплохие споты, и в конце концов Алекса Блисс одержала победу. Мы опять возвращаемся к поединку, который изначально проходил на шоу в Саудовской Аравии. Матч за титулы командных чемпионов, которые Street Profits защищают опять от семейки Вайтов. На самом деле они так классно всех уничтожают, но тем не менее командное золото им так и не поддается. Есть ощущение, что либо сегодня они его получат, либо никогда. И как же мне понравилось, что даже с учетом того, что смех теперь короткий, смогли выделить достаточное количество времени, и тут по сути было все, что надо для подобных командных матчей. Да, тут сложно выделить кого-либо особенно, потому что каждый из рестлеров отлично успел себя показать. Может быть, у меня слишком хорошее настроение пока что, но весь смэк получается действительно добротным. Пока что. И самое интересное, конечно же, началось в конце, когда аккуратно смог вмешаться Эрик Роуэн, что помогло семейке Вайтов собраться с силами и, на удивление, выиграть титулы командных чемпионов. С этим мы их, конечно же, тоже поздравляем. За кулисами все команды злятся из-за того, что Street Profits проиграли титулы, и теперь все стало гораздо хуже в их дивизионе. Самая большая проблема в том, что они не могут объединиться. Но в целом они начинают просто спорить, кто же достоин быть первыми претендентами. Там приходят Феникс и Андрада и выставляют свою кандидатуру. Посмотрим, к чему это все приведет. Наконец-то у нас ранее анонсированное выступление Джерри Ролла. Уже не впервые мы видим концерты на шоу, и тут он, конечно же, раскайфовался. Как только он начал петь прямо на ринге, его прерывает Логан Пол, который вырубает музыку. Он злится на то, что всякие селебрити приходят в его индустрию рестлинга и забирают их внимание. Они все тут кровью и потом добиваются своих моментов, а потом какой-то чувак просто приходит и поет свои песни. WWE не нуждаются в Джерри Ролле. Вселенная нуждается в Логане Поле. Он, кстати, пришел с хорошими новостями. Он начинает хвастаться тем, что его подкаст «Импульсив» заключил
долгосрочную сделку с... Но мы не узнали с кем, ведь Нейва прерывает Джерри и говорит о том, что надо бы получше себя вести в его родном городе. Все срать вообще хотели на его подкаст. Тут же приходит и Рэнди Ортон, который начинает наезжать на Логана и защищает Ролла. Как минимум он требует проявить уважение и называет Пола мелкой сукой, которая никого не уважает. Тут его со спины атакует Дрю Макинтайр Клеймор киком. Кажется, теперь окончательно становится понятно, какой большой матч нас ожидает на SummerSlam с участием Джерри Ролла. Но давайте дождемся официального анонса. Логан Пол продолжает избивать гадюку, но в этот момент врывается Джерри и спасает Ортона от избиения. Благо есть охрана, и дальше драки мы не увидели. Нравится мне подобная реакция от зрителей на сегмент. Пол, кстати, в итоге уничтожил музыкальные инструменты, продолжая провоцировать приглашенную звезду. Мы переходим к матчу, противостояние которому развивается последние несколько недель. Алистер Блэк против Артруфа. И я рад, что последнего все-таки окончательно не забросили. Матч получился очень коротким, ведь Алистер попытался использовать стул, однако рефери это увидел и правдоруб победил по сворачиванию. Нам показали то, что будет после рекламы, и обычно я на такое не обращаю внимания, но сегодня обратим. За кулисами Блэк пытается найти Труфа, но его останавливает Дэмиан Прист и говорит о том, что самое время успокоиться и закончить эту битву. Блэк в целом согласен, но потом атакует бывшего чемпиона и избивает его. На ринге Уэйд Барретт в компании Стефани Страттон и Триш Стратус. Тиффани говорит о том, что она выбрала такую себе противницу, потому что она уже победила всех в ростере, поэтому ей хочется столкнуться с лучшей. И как только она ее победит, займет ее место в истории. Триш отвечает, что не чувствует никакого давления, чего не скажешь о Страттон, потому что именно чемпионка нуждается в этой победе, а она со своей легендарностью уверена в том, что сможет забрать себе чемпионство на изи. Тиффи говорит, что много вещей поменялось с тех пор, как она активно выступала, и не просто так шоу называется Evolution. Как бы Триш ее не любила, через 2 дня она станет 8-кратной чемпионкой. Тут их прерывает выход на Оми, однако ничего она не успела сказать, ведь со спины ее атаковала, конечно же, Джейд Каргил. Как говорится, ждем не дождемся, когда они уже все столкнутся в матчах. Ну вот мы переходим к мейн-ивенту шоу. Соло Сикоа и Джейси Матео против Элэй Найта и Джимми Уса. Максимально базовый поединок для закрытия шоу, коих мы уже видели очень и очень много раз. Отметить-то и нечего, потому что все нужно просто для того, чтобы забить время. Кстати, если хотите посмотреть матч или шоу целиком, то не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, да, в котором мы выкладываем все шоу из мира рестлинга, и найти вы его можете по ссылочке в описании. Что касается поединка, то тут все ушло в сюжет, потому что в какой-то момент пришел Пол Хейман и отвлек Элэй Найта, а в этот момент Джимми Уса удачно свернул соло для победы. Чемпион США злится, но в итоге получает еще и BFT. Казалось бы все, но Брон Брейкер проводит свой коронный гарпун, и все это добивается цунами от Бронсона Рида. Собственно, на этой ноте шоу выходит из эфира. Вот такой вот получился выпуск Смэкдауна на этой неделе. Много чего интересного нас ожидает на этих выходных. Ну, а пока что надо будет успеть хотя бы поспать в какой-то момент. Да и в целом, вообще-то нужно еще выпустить прогнозы. Не забывайте, что будет обзор на All In от AEW, будет обзор на Saturday Night Main Event, конечно же, будет обзор на Evolution, я даже взял выходные на эти 2 дня. Купил наконец-то игру под названием Аватар на PlayStation. Думаю, сегодня успею поиграть. Если интересно, пишите в комментариях, можем даже что-то типа стрима запустить. Тем не менее, с вами был Оскар Гардиан. Пока-пока-пока.